Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. В этом видео хочу познакомить вас с очень красивым узором спицами, который отлично подойдет для вязания летних кофточек и джемперов. Этот узор я увидела случайно. Увидела два интересных стильных джемпера, связанных таким узором. И также есть схема к этому узору, но схема представлена для вязания по кругу, а в этом видео я покажу, как вязать прямым полотном данный рисунок. Узор с красивыми протяжками смотрится интересно, стильно и подойдет для вязания оригинальных летних вещей. Итак, приступаем к вязанию. Но вначале, друзья, если вам понравился этот узор, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Начинаю вязание узора после нескольких рядов, связанных резинкой 1 на 1. И первый ряд узора это лицевой ряд, и вяжется он просто лицевыми петлями. Первую петлю кромочную снимаем и далее все петли провязываем лицевыми до конца ряда. Второй ряд проходит по изнанке. Первую петлю снимаем как кромочную и далее все петли провязываем изнаночными. Провязав 2 ряда лицевой гладью, в третьем лицевом ряду начинаю формировать узор. Первая петля снимается как кромочная. Далее первая петля узора снимается вместе с накидом. Далее провязываем одну лицевую. И после необходимо провязать 3 лицевых вместе, так чтобы центральная петля оказалась впереди. Для этого меняем первые 2 петли местами, так чтобы центральная петля оказалась первой. И провязываем 3 петли вместе лицевой за вторые стеночки. И вот видите, центральная петля оказывается сверху. После 3 петель вместе вяжем одну лицевую. И далее идет повтор раппорта. Снимаем лицевую с накидом, провязываем лицевую. Далее 3 петли вместе лицевой. Вначале перемещаем петли так, чтобы центральная петля оказалась первой. Провязываем их вместе за вторые стеночки. После 3 петель вместе лицевая. И повторяем. Петлю снимаем вместе с накидом, лицевая, 3 петли вместе, меняем петли местами и провязываем их вместе за вторые стеночки и лицевая. Заканчиваю третий ряд. После всех повторений на спицах остается 2 петли. Снимаю петлю одну лицевую с накидом, последняя петля узора, и кромочная остается, можно провязать ее изнаночной. Далее поворачиваю работу на изнаночную сторону и начинаю вязать 4-й изнаночный ряд узора. Первую петлю кромочную снимаем, далее идет петля с накидом, которая была снята в предыдущем ряду, вновь снимаем ее, подхватывая эту петлю и накид, и делаем еще новый накид. Далее провязываем 3 изнаночные и повторяем. Снимаем петлю с накидом, сделав новый накид, и 3 изнаночных. Снимаем петлю с накидом, сделав новый накид, и 3 изнаночных. Заканчивается 4-й ряд, и здесь у меня остается петля с накидом. Снимаю эту петлю, сделав новый накид, и последнюю петлю кромочную провязываю изнаночной. Поворачиваю работу и начинаю вязать 5-й лицевой ряд узора. В этом ряду первую петлю кромочную мы, как обычно, снимаем. Далее идет петля лицевая с 2 сделанными накидами в предыдущих рядах.
И заведя спицу вот за эту, в центр этой петли и за 2 накида провязываем их все вместе лицевой. Далее делаем на спицу 2 накида или 2 оборота нитью. И следующие 3 петли провязываем вместе одной лицевой. Для этого вначале переснимаем 2 петли так, чтобы центральная петля оказалась впереди. Заводим спицу в центр и за 2 стеночки провязываем 3 петли. За вторую стеночку провязываем 3 петли вместе. Вновь делаем 2 накида. И повторяется раппорт. Провязываем лицевую петлю с 2 накидами лицевой. Делаем 2 накида на спицу. Следующие 3 петли провязываем вместе одной лицевой. Вначале меняем первые 2 петли местами и провязываем 3 петли вместе за вторые стеночки. Делаем 2 накида. И повторяем. Лицевая петля с 2 накидами провязана лицевой, 2 накида, 3 петли вместе провязываются так, чтобы центральная петля оказалась сверху. И после вновь делаем 2 накида на спицу. Заканчиваю вязать 5-й ряд. После 3 петель вместе и 2 накидов остается лицевая с 2 накидами. Провязываем вместе лицевой эти петли. И последняя кромочная, можно ее провязать изнаночной. Далее поворачиваем работу на изнанку и начинаю вязать 6-й изнаночный ряд. Первая петля кромочная снимается. Далее та петля, которую мы переснимали предыдущие 2 ряда, провязываем ее изнаночной. И после первый накид мы переснимаем. А следующий накид провязываем изнаночной. И еще провязываем изнаночную. И еще раз накид провязываем изнаночной. Далее накид мы снимаем. Обратите внимание, рабочая нить идет за вязанием. То есть если будет нить впереди, то мы накид не сможем снять. Поэтому ниточка идет далее за работой, и мы снимаем накид. Следующую петлю, которую мы переснимали, провязываем изнаночной. После нее накид следующий снимаем и провязываем следующий накид изнаночной. Далее еще одна изнаночная. И после нее тоже первый накид провязываем изнаночной. Следующий накид снимаем. Изнаночная. Снимаем накид. Провязываем изнаночной, накид, петлю и следующий накид. А второй накид снимаем, рабочая нить за вязанием. И повторяем. Изнаночная. Та петля, которая переснималась. Следующий накид снимаем. Далее накид провязываем изнаночной. Петля, которая была 3 петли вместе, провязываем изнаночной. После нее накид изнаночной провязываем. А следующий накид снимаем перед петлей, которая переснималась. Вновь изнаночная. Снимаем накид. Следующий накид изнаночный, еще петля изнаночная и после тоже накид провязываем изнаночной. Снимаем накид, изнаночная, снимаем накид, изнаночная, изнаночная, изнаночная. И у меня остается накид, снимаем его, провязываем последнюю изнаночной и кромочная изнаночная. Поворачиваю работу, и по сути после 6-го ряда 7-й ряд это начало нового повторения, но при этом мы смещаем далее узор, чтобы он располагался в шахматном порядке. Но первые 2 ряда мы провязываем лицевой гладью, поэтому первую петлю кромочную снимаю
И в 7 ряду все петли провязываю лицевыми. 8 ряд — это изнаночный ряд. Первую петлю снимаем как кромочную и далее все петли провязываем изнаночными. В 9 ряду начинаю формировать ажурный рисунок. Первая петля кромочная, мы ее снимаем. Далее провязываем 2 петли вместе. Если при формировании предыдущей ажурной дорожки мы первую петлю переснимали с накидом, то здесь мы провязываем 2 петли вместе. Провязываем петли за вторые стеночки одной лицевой, 2 петли вместе. Далее провязываем 1 лицевую и после лицевую петлю снимаем, сделав накид. И вновь лицевая. Далее идет 3 петли вместе. Также вначале переснимаем петли так, чтобы центральная петля оказалась впереди. И провязываем 3 петли за вторые стеночки. После 3 петель вместе лицевая. И следующую петлю снимаем, сделав накид. Лицевая, 3 петли вместе, так, чтобы центральная петля оказалась впереди. Далее лицевая и снимаем петлю с накидом. Итак, продолжаем вязать этот ряд. Заканчиваю вязать 9 ряд. Здесь после снятой петли с накидом провязывается лицевая. И остается на спице 2 петли, провязываем их вместе. Здесь провязываем за передние 2 стеночки и кромочную провязываю изнаночной. Далее поворачиваю работу на изнанку и начинаю вязать 10 ряд. Первая кромочная снимается. Далее провязываем изнаночные 2. И после вот она идет петля с накидом, переснимаем петлю и накид, сделав еще один накид. Вновь 3 изнаночных и переснимаем петлю с накидом, сделав новый накид. И повторяем так до конца. Заканчиваю вязать 10 ряд. Здесь снимаю вот петля с накидом, сделав новый накид. И остается вот 2 изнаночных и кромочная, которую тоже провязываю изнаночной. Поворачиваю вязание. Начинаю вязать 11 ряд. Первую петлю снимаю. Далее 2 петли узора, первые 2 петли провязываю вместе за вторые стеночки одной лицевой. После убавления на спицу делаю 2 накида. Далее идет петля лицевая с 2 накидами, сделанными в прошлых 2 рядах. И провязываю вместе лицевую петлю с 2 накидами. После делаю новые 2 накида. Следующие 3 петли провязываю вместе одной лицевой. В начале переснимаю 2 петли так, чтобы центральная петля оказалась впереди. И 3 петли провязываю лицевой за вторые стеночки. После вновь делаю 2 накида на спицу. И петля, которую мы переснимали с 2 накидами, провязываю лицевой. Далее 2 накида, 3 петли вместе, так, чтобы центральная петля оказалась впереди. И 2 накида. Провязываю лицевую с 2 накидами, 2 накида, 3 петли вместе, два накида. Итак, выполняю повторение узора. Заканчиваю 11 ряд. После 2 накидов на спице остается 3 петли, 2 петли узора и кромочная. Провязываю 2 петли вместе одной лицевой и кромочную
провязываю изнаночной. Поворачиваю работу, начинаю вязать 12 изнаночный ряд. Первая петля кромочная. Далее провязываем 2 изнаночные, снимаем накид, рабочая нить за накидом. Следующую петлю, которую переснимали, провязываем изнаночной, и следующий накид мы снимаем. Далее идет 3 изнаночных, накид, петля и еще накид изнаночный. А следующий накид мы переснимаем. Изнаночная и вновь переснимаем накид. Далее провязываем 3 изнаночных и вновь снимаю накид. Изнаночная, снимаю накид и 3 изнаночных. Заканчиваю 12 ряд. Здесь я последние 2 накида, первый сняла, второй провязала изнаночной, и остается 2 петли, петля узора последняя изнаночной и кромочная тоже провязываю изнаночной. Поворачиваю работу и с 13 ряда начинаю новое повторение узора в высоту, как с первого ряда, и первые 2 ряда провязываем лицевой гладью. Поэтому повторяйте с 1 по 12 ряд, и получается красивый узор.